Сегодня мы подводим итоги 2024 года. Этот год был довольно интересный, было много событий. Халвинг биткоина, биткоин по 100 тысяч, принятие ETF по биткоину, безумие мемов на Solana, феномен ноткоина и рост экосистемы Telegram, кучу дропов насыпали. Все это обсудим, пройдемся по всем событиям. Ну а также обсудим, каким же будет 2025 год, когда там уже придет альт-сезон, что я жду от следующего года. Будет интересно, поехали! Итак, одно из самых ключевых событий, которое произошло на крипторынке, это халвинг биткоина. Он бывает раз в 4 года, награда за майнинг уменьшается ровно в 2 раза, следующий у нас халвинг будет в 2028 году, и после того, как происходит халвинг, обычно к нам приходит бычий рынок. Плюс-минус так и получается. То есть биткоин ETF приняли, то есть теперь могут спокойно американцы покупать в виде акций биткоины, которые компании обязаны выкупить к себе на спот. И BlackRock нещадно скупает себе биткоины и еще и эфиры, потому что эфир тоже приняли ETF, также могут спокойно купить эти акции. Сам биткоин после того, как произошел халвинг, конечно же, пошел в рост, но он еще и до этого рос неплохо на новостях о ETF, они были в начале года. Потом уже халвинг был весной, после халвинга летом было затишье. В принципе, все по классике. Это у нас была активная весна и активная осень, конец зимы. Лето просадка, как обычно, все в отпусках. Но, тем не менее, биткоин улетел на 100 тысяч долларов. Кто бы мог подумать об этом еще лет 5 назад, что такое случится. Конечно, я ждал на этих отметках его еще в прошлом цикле, но не дождался, пришлось подождать чуть дольше. Но в целом тренд понятен, биткоин по миллиону также будет. Конечно, может не прямо сейчас, но вы подумайте, что это не биткоин дорожает, это валюта обесценивается. Потому что валюты все равно все больше и больше, долларов даже и других валют, других стран. Все это обесценивается, а биткоин имеет ограниченную эмиссию, поэтому он так и будет дальше расти, просто с какими-то небольшими, ну или большими, как на медвежке, откатами. К этому просто надо привыкнуть. И тот, кто в долгосрок смотрит, он просто может покупать биткоин и ждать лет 10-20, и у него останется этот актив, который будет прилично стоить, думаю, даже через большое количество времени. Ну и как обычно, после того, как биткоин улетает вверх, за ним подтянутся и альткоины. Альткоинов стало в разы больше, поэтому будет, конечно, тяжелее поднять весь рынок в целом. То есть не все монеты иксанут, какие-то старые вообще уйдут, какие-то появятся соскамятся, но какие-то новые появятся и дадут заветные иксы. С биткоином у нас все понятно. Пишите в комменты, ждали ли вы его по 100 тысяч и вообще есть ли у вас биткоин. Потому что в целом, я так у кого не спрошу, ни у кого биткоина нет, все сидят в альтах. Еще один тренд в этом году – это площадка PumpFun и запуск мемов на Solana. Ну и тут просто какое-то безумие, запустилась площадка и на ней активно стали торговать. Эта площадка приносит в виде комиссионных создателям просто колоссальные деньги. Там каждую секунду появляются даже сейчас мемы. Эти мемчики просто появляются тысячами, то есть несколько тысяч мемов в день появляется. Ну и, конечно, какие-то из них стреляют на сотни тысяч иксов. И кто поймал какую-нибудь в начале белку, токен Peanut, он, например, сделал life change. И люди идут туда, несут деньги, потому что они видят, что на Solana это в принципе возможно. То есть, несмотря на то, что почти все мемы скамятся, и у вас шансов даже меньше, чем в казино, но все равно есть истории, когда человек закинул $100, и у него получился $1 миллион. То есть таких историй, конечно, меньшинство, но это эффект фома провоцируется, и люди несут туда деньги. Ну и тем более, зачем нам покупать биткоин, который стоит очень дорого, если мемчик ты можешь купить очень дешево и быстро. Запускались в этом году всякие разные событийные мемы. Это и под выборы в США, всякие там Трамп, Обама, токены. Потом запустились еще мемы на разных блокчейнах, то есть началась еще гонка блокчейнов. Каждый блокчейн запускает свой мемпад, чтобы также продвигать мемы. Ну, в основном это создается, чтобы заработали площадки, которые запускают мемы, потому что увидели доходность PumpFun, ну и просто копи-паст на разных блокчейнах. И там уже на каждом блокчейне там свои фавориты. Блокчейн Sui тоже, например, очень хорошо вырос. Там тоже есть свой мем.
на блокчейне Base там AI-агенты, мемы в основном там стреляют. Соответственно, такие вот мемы, они дальше будут весь 2025 год, думаю, будет еще сильнее. Но в 2024 мемы показали свою силу, у них самая высокая доходность относительно вообще всего рынка, то есть они на первом месте, и если кто инвестировал в Пепе, даже тот же, он собрал много иксов и сейчас чувствует себя прекрасно, в отличие от тех, кто был засажен в инфраструктурные проекты. Ну а что касается всяких проектов, которые мы ждали дропы, кто-то крутил аккаунты Starknet, Zakasync, Scroll, еще куча дропов. Сейчас я вам выведу на экран табличку, кто сколько раздал за 2024 год. Ну и неожиданность, что Hyperliquid, биржа, DEX, которая не такая уж сильная, то есть бейкеры у них не были там супер какие-то фонды, просто у них был отличный продукт, они раздали всем больше всех. Еще также насыпали токенов пингвинов, которые тоже вот взяли, просто всем насыпали. Ну и очень людям это зашло, откликнулось. То есть, когда делают хороший продукт и радуют людей, то и цена токена потом, после того, как даже происходит дроп, продолжает рост. Это мы вот видим на Hyperliquid, потом Grass также насыпал, был дроп. А какие-то такие токены типа Zakasync, Starknet, их в стакан слили, там еще было куча скандалов о том, как там кого перебрили. Очень многих там, кстати, перебрили. Ну, а так как эти основатели, по сути, уже там перепродали на OTC все свои аллокации, и проект выходит с бешеной капитализацией, какие иксы от него можно ждать? Тем более, когда ты обижаешь даже тех же сибилов, им не выдаешь дроп, после этого как бы они не пользуются этим продуктом в принципе. То есть дроп случился, все оттуда ушли, ликвидность ушла. И продуктом меньше пользуются. Но вообще так вот, если в среднем по году посмотреть, то неплохо насыпали. Если кто-то участвовал во многих дропах, то 100% он заработал. Потому что дропы были все равно в плюс, хоть и в небольшой. Конечно, там кто-то крутил фермы, у них там все перебрили. Но есть и такие участники рынка, которые смогли обойти там все эти ограничения и приколы, которые там палки в колеса вставляли. С помощью прокси там все обошли и получили хорошие дропы, хорошие деньги. Еще один дроп, который тоже был довольно феноменальный, особенно для СНГ, это, конечно, Notcoin. Он дал буст всей экосистеме Ton Telegram. И вообще у нас эта экосистема Ton существенно выросла. Конечно, она не выросла так, как рассказывают там на конференциях. Там нет никакого миллиарда пользователей в Telegram. Это все накрутки. То есть, если вы видите, то есть каналы даже в Телеграме, там каналы-миллионники, а охваты у них там по 10-20 тысяч охвата просмотров. Потому что в основном там накрутили фермы, боты. Не знаю, зачем они выбрали такую политику, то есть спустить пыль в глаза инвесторам зарубежным, что посмотрите, какой у нас тут прекрасный тон. Мое отношение к тону сейчас не очень, потому что, смысл, они вот крутят, пыль в глаза пускают, все это какой-то, по сути, фейк, и при этом, да, экосистема выросла, это, не будем отрицать, что она действительно выросла, просто не такими темпами, как они рассказывают. И это мы видим по ликвидности. То есть никакой защиты от скама в телеге тоже нет, до сих пор реклама проходит со всяким скамом, даже через официальный Telegram Ads. Потом регуляция пришла, Дурова еще посадили, во Франции там по делу его прижали. Соответственно, еще ввели старсы вместо тон, то есть изначально как думалось, что будет тон везде использоваться. Но пришел Apple, сказал, мы так не договаривались, и давай их зарубил, на носу. И теперь у нас есть старсы, есть тон. Да и в целом, тон не нужен Телеграму. То есть, если убрать тон из Телеграма, ничего не изменится. Телеграм останется отличным продуктом. И внутренний рынок, там можно также создавать игры. Там есть уже партнерки, добавили в этих звездах. Соответственно, может прекрасно существовать и без тона. Поэтому тон такой себе блокчейн. Он не показал, что переходите из Solana в тон. Потому что было распыление. Если бы качали только основные какие-то токены экосистемные, например, взяли там Notcoin, еще какие-то парочка проектов вышли, и они бы показали такой просто безумный рост вообще всему миру, это было бы круто, это было бы одно. А сейчас сделали как, что те, кто создал там Notcoin, они создают дальше там всякие NotPixel, LostDocs,
потом стикеры продавать, это продавать, еще один проект, там Bloom всякие делает, Docs, POVs, вот это вот все. И все идет это распыление ликвидности, то есть зарабатывают в основном только основатели на том, что продают рекламу и на ончейн всяких донатах и транзакциях, а простые работяги в пролете. Ну да, там единицы, кто получит нормальный дроп, а так в целом как бы это довольно плохо для всей экосистемы, потому что ну, мы не можем показать сейчас для других блокчейнов, что смотрите, как у нас тут классно. Потому что тот, кто торгует на Solana, он видит, что у него там просто ликвидность зашкаливает. И зачем ему переходить на какой-то тон, который еще и лагает? То есть то, что там он самый быстрый, это только на бумаге и в синтетических тестах. Вы попробуйте торговать на тоне, даже на тех же мемпадах, которые запустили. Там, когда ты запускаешь транзакцию, не понимаешь, как она именно там, как она выполнится. И если на Solana это там даже пару секунд и все готово, то на тоне такого нет. Поэтому все так же до сих пор сейчас глючит. Может, конечно, это все со временем пофиксится, починится. Они изменят курс и будет все лучше, но пока нет. И также, что касается токена ТОН самого, с февраля там начнутся разлоки, где-то там 1 миллиард 300 миллионов тонов готовится к разлокам. Представьте, если это все пойдет в стакан. То есть капитализация может вырасти безумно, цена токена может не измениться или в моменте упасть. И если сейчас они не доведут токен там до февраля до значений где-то 20-25 долларов, куда в принципе могли бы довести, то даже не знаю, что с ним будет дальше. Это будет очень сложно потом такое поднимать. Тем не менее, в этом тренде мы участвуем, мы в Телеграме, мы в СНГ, по сути, Телеграм, то он это все СНГ-движуха, зарубежных здесь не так много, ну, нигерийцев всяких мы не считаем, которые там как боты, поэтому продолжим дальше, посмотрим, к чему это нас все приведет, но сильно увлекаться не будем, потому что основные деньги все равно зарабатываются не здесь, ну, если вы не создатель каких-то приложений. А что же у нас с альт-сезоном? Вообще, в целом, альт-сезон, как бы я жду в следующем году просто грандиозный. Поэтому это, скорее всего, будет весна и осень, и зима следующего года. То есть зима не этого года, а именно следующего. Когда там вот ожидаю, прям будет классный альт-сезон. То есть если сейчас весной первая волна и всплеск, летом передышка, а потом будет как раз-таки классный альт-сезон. Не знаю, почему его все ждали раньше, хотя, в принципе, логично, что сначала растет биткоин, потом через некоторое время, и даже если по таймингу посмотреть, то я же уже на рынке 7 лет, даже уже больше, и я же фиксировался, это был, я помню, январь 2018, это был январь 22, и логично, что через 4 года, январь 26 это фиксация. Ну, может, там декабрь 25-го, январь 26-го. То есть на этих где-то отметках примерно планирую выходить. Просто по таймингу. Какие там цены мы посмотрим. Но в целом пока все идет по плану. То есть биткоин вырос. Сейчас мы ждем, что будут альткоины подтягиваться. Весной, то есть можно уже будет в мае зафиксировать примерно там может треть портфеля или даже может больше, зависит там какие цены будут. А дальше уже летом переждать просадку и спад и окончательно фиксануться следующей зимой. Какой-то такой план, и альт-сезон тут точно будет, но он будет не за счет перелива, как это из биткоина. Ну, из биткоина никто переливать не будет. Зачем переливать BlackRock в какой-нибудь образно атом? Вы сами логически подумайте. То есть BlackRock там и корпорации будут просто скупать биткоин и хранить. А уже новые деньги от ритейла пойдут во всякие альты. И, соответственно, старые какие-то альты могут и вообще ничего не показать, могут вырасти, оттолкнуться там одна на несколько иксов, и в принципе все на этом. А в основном будет стрелять что-то новое, что-то захайпленное, где еще не было столько холдеров, потому что сейчас какая ситуация? Засажено очень много людей в старые монеты, и вот они ждут, когда же там будут иксы. Я в рынок заходил в августе 2024 года, мой портфель сейчас в плюсе. Я это все веду, свой портфель, и то, что я делаю в реал-тайм, я делаю это все в приватке у себя, все пишу. На основном канале в Телеграме у меня там общая информация, и просто по рынку как бы просто все расписываю.
а в приватке уже там именно мои личные действия. Поэтому кто хочет следить за мной именно, что именно я делаю, какой у меня портфель и что там происходит, то обязательно заходите в приватку. В приватку давайте в честь Нового года до конца года сделаю, что 2025 USDT это пожизненный вход, без ограничений. Пишите мне в личку в телеге, отправляете 2025 USDT, и у вас есть доступ безограниченный в приватку навсегда. И вот как раз люди, которые не смогли переформатироваться в новый формат, они будут сейчас отставать от рынка, либо будут в минусах, либо на FOMO будут вылетать из отрицательных позиций, что-то ловить уже на ходу. И там уже как повезет. Основные тренды на следующий год для себя я вижу это AI и мемы. Ну, искусственный интеллект, думаю, всем понятно. Там есть ряд проектов. У меня на канале тоже про разные рассказывал. Обязательно пройдитесь по каналу, посмотрите, какие есть токены, на которые именно я обращаю внимание. Вот от них жду как раз, что они улетят довольно высоко. Ну и также мемы. Из мемов хочу отметить, в принципе, даже 3 мема, которые еще не улетели, но у которых есть на это все шансы. Первый — это Гарри Поттер, Соник, Обама, Уина. У него тикер биткоин. Ну, на разных биржах разный тикер, чтобы не смущать основной биткоин. У него цена сейчас около 20 центов, и он еще не показывал стремительного роста. Вот как раз в следующем году, я думаю, он и покажет. 10-20 иксов для него, думаю, не будет проблемой. Кто пропустил Пепе, может спокойно в такой же мемчик залететь. Следующий мем, на который стоит обратить внимание, это Культ. Это есть такая коллекция NFT Milady. У них, по сути, свое там уже комьюнити образовалось. Эти NFT-шки также в цене очень хорошо растут. На них постоянно сыпятся дропы. И вот у них еще появился токен Культ. Он появился, сейчас капитализация у него еще не такая высокая, что-то около 300 миллионов долларов. Плюс сейчас они только сделали дроп и, соответственно, давление на стакан есть. Но со временем, думаю, сейчас все устаканится. Кто захочет, тот выйдет, сольет этот дроп. А дальше этот токен также на бычьем рынке спокойно может делать 10-20 иксов. Следующий мем — это Shiro Neko. Это котик от создателей Shiba. То есть этот токен, он запустился, и у него сразу на старте была капитализация 900 миллионов. Ну, конечно, его слили, сейчас как раз капитализация слилась. И вот, думаю, если она сольется, где-то там 100, 200, 300 миллионов, может где-то в этих краях, если его поймать, и потом дождаться, когда он за миллиардную капитализацию улетит. То есть 3 токена. Это Sonic, Cult и Shiro Neko. Это из крупных мемов. Конечно, еще будут новые мемы появляться, несомненно, новые мемы появятся, которые будут прям лететь гораздо лучше, чем все старые мемы. Но их попробую еще поймать. То есть это довольно сложно, похоже на лотерею и лутку. Что касается целей по биткоину. По биткоину у меня, в принципе, основные цели — это 440 тысяч долларов. Пока звучит это как-то очень нереалистично, но, тем не менее, моя логика такая, что по модели Stock-to-Flow цена приходит постепенно к расчетной. Я буду доволен, даже если цена будет где-то 250 плюс, это уже будет, значит, выше ожидаемых большинством значений. Но если она еще улетит за 300 на 400, то вообще будет замечательно. Почему я так думаю? Что я сейчас вот опрашивал даже у коллег, кто давно в рынке, практически все хотят выйти по 100-150 и, ну, максимум там 180, майнеры говорят. То есть цена 180 должна быть. Но окей, если сейчас вот все выйдут, BlackRock выкупят, у них, соответственно, будет еще больше биткоинов. Почему они не смогут также дальше просто даже манипуляции провести и кинуть куда-нибудь биток на 500 плюс? Ну, это уже будет довольно просто провернуть, если большинство выйдет на 100-150. А потом уже будут кусать локти, что же они так рано вышли. Особенно тех, у кого большие объемы. Второе — это эфир. Эфир я жду 15-20 тысяч долларов в этом цикле. То есть он повторяет путь биткоина примерный. И, соответственно, когда-то биткоин в этот диапазон прилетал с 3-4 тысяч, летел на 15-20. Это было как раз-таки в 2017 году. Как раз я еще погружался только в рынок. Примерно так же ожидаю от эфира.
То есть, думаю, он это все равно повторит, и, соответственно, там токены на эфире, всякие L2, хотя у меня их нет в портфеле, тоже, думаю, все подтянутся, и эфир покажет еще свое, запустит альтсезон в космос. Ну и еще одна голубая фишка в крипте сейчас — это Solana. Соответственно, по Solana я ожидаю повторения эфира, но в прошлом, когда эфир тоже где-то с $10 улетел на 1500. Вот сейчас примерно так же, думаю, произойдет и с Solana. На самых лоях она там была около $10, когда был там крах FTX и прочее. А вот сейчас как раз она подтягивается, уже там скоро, думаю, будет и $300, 400, 500. И в итоге там на хаях, когда там будет уже хайп, 1500, ну, наверняка такое будет. То есть я этому не удивлюсь, я буду рад, если так случится. У меня Solana есть. Так что ждем Solana по 1500, ну или 1600, вот примерно так. Но опять же, это скорее всего не будет такое, что цена там прям остановится. Это я называю, что значение биткоин 440, эфир 20 тысяч, Solana 1600. Это пиковые экстремальные значения. То есть всегда бывает, так сказать, шорт-сквиз, когда выносят всех, и такая вот Бурдж-Халифа рисуется. То есть вот в таком варианте. То есть эта цена не значит, что она там надолго задержится. Если такие цены увидите, лучше, конечно, слить и зафиксировать там большую часть прибыли. Потому что потом будет медвежка там с 26 по 28 год, как бы следующий уровень медвежки. Поэтому наша задача сейчас будет в 2025 году отловить удачные точки выхода и в конце 2025, может в самом начале 2026 окончательно выйти с рынка, ну может что-то по мелочи оставить, а так уже просто выйти и потом уже наслаждаться профитом. Сейчас у нас на носу праздники, поэтому отложите в сторону всю крипту и лучше просто подготовьтесь к празднику, потом отметьте его с семьей, с друзьями, хорошо повеселитесь и отдохните. Крипта никуда не денется. Ну а в следующем году я вам желаю забрать максимальное количество иксов, чтобы вы сделали life change, зафиксировали огромный профит. И в целом не забывайте фиксировать профит и выводить в реальную жизнь. Что касается моих личных итогов 2024 года, вы сейчас смотрите этот блог, он был создан в этом году. По сути, начал свою медийную деятельность в феврале 2024 года, и нас уже более чем 4000 человек. Это все органика, я не занимаюсь никакими накрутками, поэтому спасибо всем моим зрителям, кто присоединился и следит за мной. По самому портфелю я только зашел в рынок в этом году в августе, кто следил, тот знает, поэтому пока рано говорить, пока вижу просто плюс в портфеле, но фиксироваться планирую в следующем году, либо в январе 26-го. Напишите в комменты ваши итоги года и что вы ждете от крипторынка в следующем 2025 году. Подписывайтесь на мой YouTube канал, на мой Telegram канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Ну а мы уже встретимся в следующем году. С наступающим 2025 годом. Всем профита и до новых встреч!